зовут Ольга Сабо, я родилась в Москве и живу и работаю тоже здесь. Я работаю с медиумом фотография. Меня привлекает в ней то, что я всегда взаимодействую с реальностью, всегда могу ее либо отображать такой, какая она есть, либо могу пользоваться различными средствами выразительности, такими как кадрирование, например, и ее как-то преображать или вообще полностью менять, и, в общем, делать все, что мне захочется с этим. Да, безусловно, у меня есть любимый вид фотографии, любимый материал. Я очень люблю использовать моментальную фотографию, Polaroid, старый Polaroid, старого формата. Мне больше всего нравится в нем эффект неожиданности, эффект ошибки. И это тоже та причина, по которой мне тоже нравится фотография. В отличие от живописи, скульптуры и других видов изобразительного искусства, у тебя всегда есть возможность того, что камера совершит какую-нибудь собственную выходку, какой-то свой поступок. И из медиа оно превращается в медиум, и с тобой начинает сотрудничать вместе. Поэтому я очень часто использую полароиды, которые уже просрочились или как-то там пересветились, засветились. И тогда я никогда не знаю, что у меня получится в итоге, какой будет итоговый результат, и мне от того интереснее работать именно с этим материалом, как с своим напарником и коллегой. Как я начала заниматься искусством? Я начала заниматься им еще в детстве. Я занималась в художественной школе, но, правда, тогда я думала, что буду заниматься несколько другим искусством, пойду в архитектуру. Но, как мне сейчас кажется, я вовремя свернула с этой дорожки и пошла заниматься фотографией. Сначала занималась этим самостоятельно, еще учась в университете на журналиста. Я поняла, что это совершенно не мое, и мне нужно как-то выруливать в область искусства. И первым моим образованием в области искусства стали свободные мастерские в МОМА, куда я пришла где-то на первых курсах университета, еще очень наивная и глупая. И тогда я впервые услышала вообще о том, что такое современное искусство, о том, какие направления, какие художники существуют. Меня это тогда очень поразило, удивило и дало импульс копать дальше. И дальше, уже после окончания университета, я пошла целенаправленно на Британскую высшую школу дизайна, где я закончила факультет фотографии. И, конечно же, это помогает мне сейчас и влияет на мою работу, потому что у меня есть ремесло, я развила свои навыки и развила, наверное, мышление тоже. Повлияли ли художники на мое творчество? Безусловно, конечно, повлияли и продолжают влиять, потому что я как изучала различных художников, так и продолжаю это делать. Я очень много читаю, очень много смотрю, очень много вдохновляюсь именно живописью, когда думаю о каких-то своих проектах. Наверное, ближе всего мне импрессионисты, как с классическая школа, так и более современные представители этого направления. Очень люблю Герхарда Рихтера, например, и очень люблю Марка Ротко. Наверное, я могу очень большой список перечислить тех, кто на меня как-то повлиял. Он будет огромный. Помню, что в детстве на меня очень повлиял «Черный квадрат» Малевича. И моя первая с ним встреча, я как раз училась в художественной школе, и нас отвели на экскурсию в Третьяковскую галерею, показывать нам и рассказывать о великих произведениях. Но почему-то маршрут нашей группы проходил мимо «Черного квадрата», но все дети его увидели и стали спрашивать, что же это такое, вообще непонятная черная штука, совершенно без какого-либо изображения. На что нам таинственно ответили: вырастете, узнаете. И это меня просто ужасно заинтриговало. Да, я потом еще очень долго изучала Малевича, его искусство, его теоретические работы тоже. Моя любимая серия работ, которые я сделала на данный момент в своей жизни, да, у меня есть такая серия, это самый большой проект, который я делала. Серия называется «Небо». Это очень большой проект, я его снимала 5 лет, и потом еще долго над ним работала. И он для меня важен именно тем, как он тяжело мне дался, какой полной получилась эта работа, и как много мне всего пришлось победить во время работы над ним. Дело в том, что я снимала, это вот как раз-таки один из тех проектов, на которые я вдохновилась Москвой. Потому что, как мне кажется, в Москве совершенно удивительное и неповторимое небо,
таких красот мало очень, где есть в мире, действительно это так. И просто в тот момент, когда я его снимала, это началось в 2005, по-моему, году, я жила в квартире своих родителей на Таганском холму на 14 этаже. И то есть у меня была панорама на весь город и очень-очень много неба. И я просто в какой-то момент не могла просто на это смотреть, мне необходимо было это как-то фиксировать. А потом я это уже стала делать именно как свою работу. Я прям приходила домой к закату, я старалась встречать рассветы. Всегда, когда я могла себе позволить чуть подольше поспать, я всегда дежурила и снимала всякие разные состояния с небом. Так длилось 4 года, у меня накопилось гигантское количество, конечно же, работ за это время, и я долго думала, что же мне со всем этим делать. И вначале проект вылился в фотокнигу, которую я напечатала, издала. Там совершенно нет никаких слов, там только картинки. Это такая визуальная медитация. Я делала из работ диптихи, триптихи, разбирала их по разным каким-то составляющим. А теперь, где-то год назад, проект еще перерос в большую красивую выставку, которая прошла в галерее «Роза Азора». По поводу того, что фотограф всегда должен ждать про тот самый волшебный момент истины, в который может родиться только такой кадр. Да, на самом деле это очень большая часть успеха, чтобы все звезды сошлись, чтобы у тебя и свет был хороший, и все остальное тоже было красиво. Но на самом деле все зависит от ситуации и от задачи. Если я могу себе позволить за объектом понаблюдать, то я это делаю. То есть, если мне нужно там снять что-то, с людьми попроще, допустим, архитектуру, мне нужно снять архитектуру, я к этому буду готовиться, я буду смотреть, откуда у меня пойдет солнышко, в какое время там будет самый выгодный свет. Я съезжу и посмотрю, как это выглядит в разные световых ситуациях, и выберу тот, что мне нравится больше всего. И поеду в следующий раз и сниму так, как мне это нужно. А по поводу какого-то везения, да, оно безусловно есть. Я на самом деле дико переживаю перед каждой съемкой, чего бы то ни было, да, допустим, даже если это какая-то заказная съемка, и я снимала уже 300 тысяч раз то же самое, что от меня хотят сейчас, я все равно переживаю, что вдруг что-нибудь пойдет не так, как правило, все идет не так, но, к счастью, это все не так становится еще лучше, чем ты себе придумал. По поводу формирования цены на произведение искусства, я думаю, это такой вполне прозаичный вопрос, и ситуация тоже такая далека от высоких сфер. Просто существуют какие-то рамки, лимиты, на которые, конечно, имеет значение сам медиа. То есть понятно, что фотография не может стоить столько же, сколько живопись, по вполне очевидным причинам. Потом, конечно, влияет опыт и известность автора, и признанность его в мире, потому что молодой художник не может стоить столько же, сколько стоит какой-нибудь великий мэтр, известный по всему миру. И в случае с фотографией здесь еще, мне кажется, большое значение имеет тираж, потому что это все-таки тиражируемый вид искусства, и чем больше тираж, тем ниже стоимость, соответственно. Ну и в случае с моими любимыми полароидами это уникальный случай с фотографией, когда произведение может существовать только в единственном экземпляре, что, конечно, повышает ее стоимость. А по поводу рынка искусства в России, мне хочется, чтобы он развивался получше, хочется, чтобы он был, хочется, чтобы больше профессионалов приходило в него и помогало всем нам с этим как-то взаимодействовать. Хочется, чтобы было больше коллекционеров в России, которым интересно русское искусство. У меня есть один совет для начинающих художников, и в том числе для себя когда-то давно, но я довольно быстро поняла, в чем секрет. Мой совет такой: найти оплачиваемую работу. И я ни в коем случае не хочу, это не шутка, я не хочу никого обидеть, и не дело совершенно не в том, что я сомневаюсь в себе или в ком-то еще, но это просто действительно так. Такова реальная ситуация. Где-то мне попадалась статистика на глазах о том, что в мире всего 1% художников во всем мире зарабатывает деньги на своих работах.
Мне кажется, это как бы очевидно, стоит предпринимать какие-то действия. Причем мне кажется, что это абсолютно нормально уже сегодня. В этом нет ничего такого, здесь нечего стесняться абсолютно. Нужно обеспечить себя каким-то доходом, потому что, ну, во-первых, ты не можешь зарабатывать искусством постоянно, но только какие-нибудь очень большие великие мастера могут так себе позволить это сделать. И к тому же, когда ты художник, тебе нужны все равно деньги на производство своих проектов, чем бы ты ни занимался. Если ты пишешь картину, тебе нужны деньги, чтобы купить холст, краски, кисти и все остальное, это довольно дорого. Когда ты занимаешься фотографией, тебе также нужны деньги, чтобы купить технику, пленку, снять студию и так далее. Это тоже деньги. И в ситуации, когда ты пытаешься зарабатывать своим искусством и только им, ты очень рискуешь оказаться в такой ситуации, что тебе придется подстраиваться под рынок своим искусством и уже работать не как художник, а как какой-то, не знаю, коммерческий продюсер и просто смотреть, что продается, что не продается, и создавать произведения, исходя из этого, что я считаю совершенно неправильно. Художник должен быть честным с собой и с миром.